Добрый день! В этом видео я хочу поделиться с вами про 5 размышлений о нашей жизни. Что говорил Будда своим ученикам, как Будда мотивировал людей медитировать и как нам здесь сейчас, в какой день нам начать медитацию. Потому что, как я думаю, то что каждый день хорош для того, чтобы начать медитацию, а многие это откладывают на потом. И вот теперь давайте прям 5 тех тем философских, которые Будда рассказывал своим ученикам. Первая тема, то что смерть неизбежна. Это то, что мы очень мало говорим о смерти. Наша жизнь, она имеет начало, когда мы родились, и она имеет конец, когда мы умрем. Мы не живем вечно, мы не живем бесконечное количество времени. Наше физическое тело ограничено. И многие табуируют эту тему, не говорят о смерти. Многие думают, что зачем говорить о смерти, притянем ее еще? Да ну, зачем, не надо. Давайте говорить о чем-нибудь хорошем, о позитивном и так далее. Но факт есть факт, все мы когда-либо умрем. И мы не готовимся к смерти. У нас вообще нет такого понятия готовиться к смерти. Вот в восточной традиции, в восточных религиях, у них эта тема смерти не табуирована. То есть они открыто об этом говорят, у них есть много ритуалов, многие готовятся к смерти. В западном обществе про смерть лучше вообще не говорить, и люди даже об этом не думают, потому что все мы думаем, что мы, может, мечтаем, либо хотим прожить 100 лет, 120 лет, мы сейчас живем, вот мне, допустим, сейчас 33 года, про смерть я вообще не думаю, то, что я доживу до 110 лет, умру в окружении внуков, детей, у меня будет большой дом, это я просто аналог привожу, то, что думает про смерть у нас. Но мы никогда не задумываемся, а смерть, она не только в 110 лет, либо в 100 лет. Она бывает и в 5 лет, и в 3 года, и в 20 лет, и в 26 лет, и в 70. То есть она приходит внезапно. Нет такого понятия у нас, что вот мы готовы, все. Сейчас я праздную свой день рождения, мне исполнилось 110 лет, я вроде готов умирать. Я много чего добился, у меня большой успех в том-то, в том-то, в том-то. Но это лишь наша иллюзия. И смерть приходит, как я говорю, она приходит внезапно. И так часто бывает. Наверняка у вас есть родственники, родители, друзья, знакомые. Когда жизнь человека оборвалась просто в один миг. Никто не думал, что так случится. А человек взял и умер. Готовился он к смерти, не готовился он к смерти. Тут разницы нет. Это как раз вот тема такая, что сейчас самое лучшее время начать медитировать. К чему я это все говорил? Это вот первая философская такая мысль, что говорил Будда. То, что смерть придет тогда, когда мы ее не будем ждать. Она придет внезапно. И думать о ней это нормально. И сколько у нас осталось времени до конца нашей жизни, никто не знает. Нет такого будущего, где мы знаем, я умру в 89 лет, либо в 110 лет и так далее. Вот на эту тему очень хорошо размышлять и думать, что все в нашей жизни имеет начало и конец, и наша человеческая жизнь в том числе. Ладно, теперь давайте про вторую философскую мысль, которую говорил Будда. То, что болеют все. К чему я это говорю? То, что у нас нет такого понятия, как готовиться к болезни. Вот сейчас 2023 год, и я не думаю, что так, в октябре я поболею, либо в декабре я поболею этого года, либо я 2 года вообще не буду болеть. Нет, болезни к нам приходят тогда, мы не знаем, когда к нам придет болезнь. Она приходит внезапно, и неважно, человек веган, сыроед, какой он ведет образ жизни. Образ жизни, естественно, влияет на болезни, но это не в том плане, что, как вам правильно объяснить, как правильно выразить свою мысль, что мы не знаем, когда точно придет болезнь. Естественно, некоторые наши действия, наши решения, наш образ жизни влияет. Мы можем отсрочить лишь болезни какие-либо. Но, допустим, различные вирусы, пандемия недавно была. И люди, которые вели правильный образ жизни, по их пониманию, как они думали, правильное питание, и многие из них переболели коронавирусом, и многие из них не выжили. К ним пришла болезнь, и их подкосило, и они умерли. И это я сейчас говорю к тому, что мы, опять же, мы не можем прогнозировать нашу болезнь. Мы вообще об этом не думаем, как это, я не могу сказать, что я буду болеть в декабре, либо, да, у меня есть желание, я не хочу болеть весь год, я не хочу болеть в ближайшие 5 лет, но это лишь моя хотелка. У болезни совершенно другие хотелки, и эта болезнь, любые болезни, не знаю, рак тот же самый, опять же, вспомните ваших друзей, родственников, знакомых. Часто, наверное, бывало так, что человек живет какой-либо жизнью, у него обнаруживают рак на какой-нибудь последней стадии, он проживает 2-3 месяца,
и умирает. И никто не знал, и никто не думал, то, что почему так случилось. Но этот же человек, у него была яркая жизнь. Можно, не знаю, даже привести, наверное, примеры каких-нибудь кинозвезд, либо певцов, да кого угодно. Это не только касается медийных личностей, это касается нашего окружения, наших знакомых. Там не только рак, опять же, да, возможно, другие всевозможные болезни. В общем, они приходят тогда, когда мы их не ждем. И мы не можем спрогнозировать, когда они придут. И мы не можем к ним подготовиться на все 100% и 120%. Болезней очень много. Вообще, на самом деле, вот жизнь человека по статистике. Люди умирают, там процентов, по-моему, всего, это опять же мировая статистика, 10-15% естественной смертью. А остальное причиной является какие-либо болезни. И их большое количество. И вы сами прекрасно знаете эти все болезни. Вторая вот философская мысль, которую говорил Будда, размышление о жизни, о том, то, что к болезни невозможно подготовиться. Невозможно знать, когда она точно придет. Это опять же нам говорит о том, то, что а когда нам начинать медитировать? Сколько еще ждать? Лучше уж начать медитировать здесь, сейчас. Это самая такая, я вот сейчас думаю, Будда был очень хороший мотиватор, он знал, что говорить людям. Третья философская мысль, про которую он говорил, то, что все наши тела физические, они стареют. И опять же, у нас есть начало, когда мы родились, у нас есть подростковый период, когда у нас физическое тело крепкое, когда мы можем горы свернуть, мы зимой ходим там в легкой одежде, нам вообще на все пофигу, мы иногда пренебрежительно относимся к своему здоровью, но наше физическое тело, оно стареет, оно не молодеет. И с каждым годом, вот допустим, мне сейчас 33 года, я чувствую, как мое физическое тело все старше, старше, оно все хуже, хуже, оно уже не такое, как было 18, и так у всех людей. Да, есть люди, которым по 60, по 70 лет, у них прекрасное физическое состояние, но они тоже стареют. И лимит нашего физического тела не безграничен. Наше физическое тело все равно будет стареть. И с каждым годом, на самом деле, людям все тяжелее и тяжелее заниматься чем-то новым, в свою жизнь допускать какие-то новые знания, новые концепции, потому что наш опыт, наши паттерны поведения, с возрастом мы становимся как бы немножко узколобые, и мы смотрим лишь в одно направление. И тяжело с возрастом развивать нейропластичность, развитие новых нейронных связей. Опять же, это связано с нашей физиологией. Это еще такой вот пример тому, то, что, а когда же начинать медитировать? Сколько можно откладывать? Когда я там накоплю на квартиру, на машину, заработаю кучу денег, и тогда вот я буду сидеть на берегу океана, где-нибудь под пальмой, и тогда я точно сяду и начну медитировать. Но это опять же уловка нашего ума. Третье философское рассуждение, которое говорил Будда, четвертое точнее, это то, что все тленно. Все вещи, которые мы покупаем, все имеет срок годности, и мы от этого когда-либо избавимся. Не бывает ничего вечного. Допустим, там, не знаю, элементарный пример. Вы хотели очень сильно купить хороший, крутой телефон, вы его купили, прошло 3 года, а он уже не крутой телефон. И технические характеристики у него уже никакие, и вы либо продаете этот телефон, либо потом покупаете новый. То же самое с квартирами, с машинами. Вы купили новую машину, вы думаете, вы будете радоваться этой машине всю жизнь. Но проходит 5-10 лет, и эта машина становится уже старая, она уже не соответствует тем требованиям, которые вы хотите, чтобы она ездила быстро, не ломалась. То же самое и с вещами. Мы покупаем одежду, мы покупаем какую-то бытовую технику, вот что-то вот материальное. Все материальное имеет срок годности. И от всего материального мы постепенно, как сказать, отказываемся. Нет такой вещи, которую мы, допустим, купили там, не знаю, в 7 лет, либо в 10 лет и думали, то что все, вот это вот на всю жизнь. Я наконец-то накопил денег, купил там, не знаю, какой-то крутой компьютер. Я просто сейчас с техникой это сравниваю. Либо что-то, не знаю, какие-то часы, либо какую-то вещь, либо еще что-нибудь. И мы думаем, это с нами на всю жизнь. И это у нас, мы этим будем пользоваться всю жизнь. Но проходит какое-то количество времени, и мы это просто выкидываем, либо продаем, либо это ломается. То есть все имеет срок годности, все имеет свой жизненный цикл. И нету ничего в материальном, ничего постоянного и вечного. Это вот четвертая философская мысль, про которую говорил Будда. И опять же, также тут я бы хотел привести пример. Это вот любовь к нашим близким. Допустим, мы заводим собак, кошек. И рано или поздно они умирают. У них другая продолжительность жизни, не такая, как у человека. Мы к этому привязываемся, допустим, к какому-то коту, либо кошке. Мы его любим, мы с ним живем 5, 10, 15 лет. Но рано или поздно он умрет. Это опять же говорит о том, что все в нашей жизни тленно. От многих, гораздо, очень-очень много вещей мы постепенно будем отказываться, выкидывать на помойку, менять эти вещи.
Это четвертая философская мысль Будды. И пятая, последняя мысль Будды, про которую он говорил, это карма випака. Карма переводится как действие, випака как последствие. Многие из нас вообще слышали, что такое карма. Карма — это причинно-следственная связь, карма влияет на нашу жизнь, и многие относятся к карме положительно, либо отрицательно. Многие думают, что карма хорошо на нас влияет, либо плохо. В общем, что говорил Будда 2500 лет назад, когда именно буддизм Будда развивал и говорил свои мысли, о чем он думает. Раньше было такое убеждение, то что вот действия, они влияют на последствия. И в этом была логика. То есть, допустим, я сегодня пойду в спортзал, после этого пойду, не знаю, медитировать, прочитаю умную книжку. И эти действия, из этих действий вытекают определенные последствия. Либо я сейчас пойду куплю себе пиво, выкурю пачку сигарет, не знаю, на МКАДе буду ездить под 200 километров в час. И все эти действия имеют свои последствия. Это мы понимаем. А Будда первый говорил о том, что эту концепцию немножко переформатировал. Даже я бы сказал не немножко, а кардинально. То, что не действия имеют последствия, а намерения, которые мы делаем, имеют последствия. Карма випака. Как я и говорил, карма переводится как действие, а випака как последствие. И вот в намерении вся фишка. Приведу такой пример. Допустим, вы идете и видите драку. И вас трое человек. И драка такая, где дерутся, там, не знаю, подростки. Один человек начинает их, и все трое этих людей начинают разнимать эту драку. Один человек разнимает эту драку потому, что он смотрит на своих двух друзей и думает, а что же обо мне подумают мои друзья, если я эту драку не завершу, если я этих противников не разделю по разным сторонам. Они меня будут осуждать, если я как-то им не помогу. Они будут плохо обо мне думать. То есть у него намерение было такое. Второй, допустим, человек думал о том, что вот я сейчас эту драку завершу, я этих людей помирю, и пусть обо мне снимут, не знаю, какой-то сериал, пусть снимут телевидение, прославят меня, какой я был хороший, какой я, не знаю, Робин Гуд, Человек-паук, какой я крутой, и буду восхваляться, получу известность, получу деньги, богатство из-за этого. А третий человек, он из-за сострадания, из-за любви разнимает двух этих людей, которые дерутся. То есть действия одни и те же выполняют все трое людей, но намерения у них совершенно разные. Это как то же самое, допустим, вы проходите мимо и какой-либо человек просит милостыню. Опять же, возьмем 3 человека. И трое людей дают милостыню этому человеку. То есть действие одно и то же, но вот намерение у всех этих 3 людей совершенно разное. Первое, человек, который дает милостыню, думает, я живу в таком обществе, где социально, так скажем, приветствуются, если я делюсь благами. И опять же, я хочу почистить свою карму, я хочу, чтобы потом мне пришло какое-то добро, я свои грехи хочу замолить, я сейчас дам ему какое-то пожертвование и буду ожидать какого-либо блага в будущем. Второй человек подумает, раз эти двое моих друзей дали ему деньги, я тоже хочу дать, потому что вдруг они подумают, что я жадина и так далее. Вроде бы все дают, и я тоже дам. А третий опять человек дал из сострадания, из любви, помочь этому человеку, который просит именно деньги. И то есть вот опять же, действие одно, а намерение все 3 совершенно разные. Или там приведу самый последний пример, вот, наверное, сейчас будет актуален. 3 человека записывают какой-то курс, там, не знаю, в Инстаграме, в Ютубе, там, не знаю, курс по медитациям, да все что угодно, либо про занятия йогой. И они делают одни и те же действия, но у каждого из них разные намерения. Первый думает, я вот сейчас записал курс, я хочу заработать на этом миллионы долларов, я хочу стать богатым, знаменитым, я хочу вот именно жадности, я хочу именно денег, я хочу, чтобы у меня была власть, деньги, манипуляция, чтобы обо мне все знали, прославиться хочет. Это вот первый человек делает, у него такое намерение. Второй человек думает, все же записывают, я тоже хочу записать, что же я там йогой занимаюсь, и у него тоже есть свое какое-либо намерение. Опять же, плохое, хорошее мы не знаем. Третий человек, предположим, что у второго человека тоже было какое-то плохое, опять же, намерение, в кавычках плохое. А у третьего человека, он хочет поделиться этим. Он хочет, чтобы люди посмотрели его курс, какой-то его продукт, и чтобы они больше занимались йогой, следили за собой, занимались физическими нагрузками, чтобы они как-то изменили свою жизнь. То есть, опять же, действие одно и то же. 3 человека записали один и тот же курс. Только у кого-то покупают этот курс, кто-то получает хвалебные отзывы, а кто-то
смотрит и думает, почему я записал такой классный курс, но у меня никто ничего не покупает, что же за ерунда-то такая, в чем секрет, в чем успех, почему у этого все получается хорошо, потому что все выполнили определенное действие, одинаковое действие, но у всех троих людей были совершенно разные намерения. И как раз Будда говорил про это, то что действие главное в том деле, которое вы делаете в карме и которое влияет на последствия, а именно намерение. Это то же самое касается опять же медитации. Какое прекрасное время, чтобы начать, и сегодня какой прекрасный день, чтобы именно начать медитировать. Только вот какое намерение? Когда вы хотите начать медитировать, чтобы заработать кучу денег, прокачать чакры, прославиться, написать книгу, когда вы это делаете, из какого состояния ума? Потому что у нас есть разные состояния ума, невежественные, благостные состояния ума. И это очень сильно влияет на причинно-следственные связи, опять же, нашу карму. В общем, вот такие вот 5 философских размышлений говорил Будда своим ученикам. Он был мотиватором, и он умел мотивировать, и сейчас его слова прекрасно звучат в наше время. Они не потеряли актуальность, именно 5 этих философских размышлений о нашей жизни. К чему я это все говорил? Сколько еще можно ждать и откладывать? Как начать медитировать? На завтра, на послезавтра, на когда-нибудь, не знаю, через 30 лет начать. Сегодня прекрасный день, чтобы просто попробовать начать медитировать хотя бы 3 минутки в день. Это мой такой вот месседж, мой такой посыл этого видео. У меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, надеюсь, я зарядил вас энергией, зарядил вас этим вдохновением, этой мотивацией для того, чтобы просто начать медитировать хотя бы 3 минутки в день, хотя бы попробовать, что это такое. Спасибо всем большое. С вами был Сергей Витищенко. Всего доброго. До свидания.